Эта история началась 25 лет назад. Молодой полицейский Майкл Буэлна из городка Санта-Ана возвращался с места преступления. Он тщательно обследовал переулок, где несколько дней назад неизвестные зарезали человека. Мусорный бак, грязь, темнота. Он пытался найти улики, но тщетно. Зато нашел кое-что другое. Вернее, кого. Ночь выдалась холодной, необычной для Калифорнии. Майкл продрог и решил бросить эту затею с уликами. Но не успел повернуть за угол, как его окликнули. Жильцы, оказывается, они все это время наблюдали за ним издали, слышали, как из того мусорного бака в конце улицы доносился детский плач. Он уже был знаком с этими людьми, опрашивал их в день убийства. Рот на замок, глаза в сторону, разве можно что-то вызнать у этого народца? А теперь, видимо, решили разыграть его. Но делать нечего, пришлось идти, как не манил теплый автомобиль, припаркованный всего в нескольких метрах. Майкл приблизился к помойке. Из контейнера и впрямь раздавались какие-то звуки, похожие на кошачье мяуканье. Так есть, очевидцы убийства все же решили подшутить над ним. Но делать нечего, полицейский засучил рукава и принялся рыться в мусоре. Довольно быстро рука его наткнулась на что-то теплое и явно живое. Это оно мяукало, нет, плакало, заходилось в плаче. Крошечный, почти невесомый младенец, слабенький, как котенок, вот кого нашел полицейский Майкл Буэлна вместо пропавших улик. Спасти Адама. Судя по всему, родился малыш буквально только что, здесь же, на помойке. Мокрый, синий, пуповина еще на месте. Долго разглядывать его он не мог, крик младенца постепенно переходил в хрип, похоже, надо было спешить. Майкл прижал ребенка к себе, пытаясь согреть, и даже попытался сделать ему что-то вроде искусственного дыхания. В какой-то момент ему показалось, что найденыш перестал дышать. Помогло, не помогло, разбираться было некогда, но плач прекратился, а дыхание стало более ощутимым. Буэлна бросился к автомобилю и уже спустя несколько минут был в ближайшей больнице. За это время он придумал имя малышу — Адам. Так его записали в больничных документах, а после в реестре новорожденных округа Ориндж. Бригада врачей скорой помощи спасла мальчику жизнь, но ему пришлось остаться в больнице надолго, уж слишком слабеньким был Адам. За это время Майкл успел принять решение. Он возьмет ребенка себе. Не беда, что он не женат, дело времени, что работает по 48 часов в сутки, работу можно и поменять. Адам чудесный мальчик. Врачи сказали, что он совершенно здоров, нуждается лишь в хорошем питании, уходе и любви. К тому же мама мальчика не объявлялась. Трудно ждать от женщины, бросившей ребенка в помойку ледяной ночью, что она передумает. Органы опеки стали искать Адаму новую семью. Все произошло очень быстро. Майкл даже не успел сообщить о своем желании и начать оформлять документы, как родители были найдены, бездетная пара Элизабет Бартон и Дэниел Фернандес. Знать они ничего не знали ни о каком Адаме, о том, как это имя подходит одинокому человечку, явившемуся из праха, ниоткуда. Ребенка усыновили и назвали Робином в честь кого-то из дедушек. Когда Робин станет взрослым. У Робина Бартона было прекраснейшее, счастливейшее детство, такое, о котором только можно мечтать. Родители души в нем не чаяли, ведь они так мечтали о ребенке. Но, будучи людьми ответственными, они с самого начала решили, что когда-нибудь расскажут сыну всю правду. Он имеет полное право на это страшное знание, ведь это его жизнь. Конечно, для начала надо подождать, пока мальчик достаточно вырастет, чтобы принять это. Подобная информация и для бывалого взрослого может оказаться необъемной. Элизабет с Дэниелом решили, что достаточно это 24 года. Именно в этом возрасте подросток становится мужчиной, так считали они. Выждав несколько дней после веселого дня рождения, мама с папой рассказали сыну историю про небывало холодную калифорнийскую ночь, мусорный бак и добряка полицейского, который спас ему жизнь. Как его звали? Только и спросил Робин, немного придя в себя. «Да кто же знает?» — ответила Элизабет, убирая со стола тарелки. Почти 25 лет прошло. Робин. Между тем.
Но Робин Адам был юношей упрямым и благодарным. Он решил во что бы то ни стало разыскать своего спасителя. Это оказалось довольно сложно, хотя жили они в одном округе, а офицер Буэлна служил в том самом городе Санта-Ана, да и жил в своем прежнем доме. Правда, вышел уже в отставку, устав гоняться за преступниками и решив вместо этого уделять больше внимания саду. Семьей он так и не обзавелся, кто знает, может, маленький Адам был его единственным шансом. Иногда 60-летний Майкл вспоминал о мокром холодном тельце, которое нащупал среди отбросов. Интересно, как сложилась жизнь мальчика. Вырастет ли он таким же одиноким, как и он, офицер полиции Майкл Буэлна? Ведь его самого мать тоже бросила в младенчестве спасибо, правда, что не в помойке. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.